Вот, как видите, знак «Осторожно, дети». Только сейчас он смысла не имеет. Потому что наш режим для себя поставил знак «Осторожно, русские дети». И там, где они должны были родиться, они не рождаются. А там, где они все-таки родились, идет ювенальная юстиция и отнимают детей из крепких семей. Вот. Русских детей, конечно. Продают их на Запад, на органы. Вы это знаете, но закрываете на это глаза. Сейчас мы вам покажем просто простое доказательство того, сколько у нас не стало детей, сколько их не родилось, сколько их, может быть, усыновлено на Западе и пропало там, а кое-кого и отдали на органы этим уродам. Вот за мной, здесь вот в глубине, вот это чаще, это заросли перед стройкой. Это должен был быть садик на 200 мест. То есть, понимаете, 200 детей ежегодно должно было здесь вот быть, учиться читать, учиться жизни, радоваться. Мы должны были слышать их шум. Здесь вот иногда слышен детский шум, но это они играют в штабике вот в этом заброшенном доме. В нем очень удобно играть, наверное, им. Потому что никто сюда из взрослых не заходит. Видать, совесть не колет, а может просто слепое пятно на этом месте у взрослых. Не видят они ужаса. Так вот, представьте, с 91 года, в 89 году стройка остановилась, ну, больше уже 22 года. Но мы счет ведем от либерастической вот этой мрази, насевшей на шею русского народа. 20 с лишним лет. За 20 с лишним лет здесь должно было быть каждый год 200 детей. Одни должны были переходить из группы в группу. Где они? Вот вы задумайтесь. Вы живы, вы, не знаю, работаете, живете какими-то интересами. А каждый год в этот садик должно было приходить, ну, как минимум 40 детей. Ну, чтобы из группы в группу переходить. Так вот, они не родились, потому что взрослые, мы, русские люди, не позаботились о своих детях. Смысл будущих событий — заботиться не о себе, не об экономике, не о порушенных там, как сказать, идеалах каких-то высоких. Просто о детях надо позаботиться, чтобы они родились, выросли на своей земле. И чтобы такого ужаса больше не повторялось. Вот то, что стоит за мной, это пострашнее Чернобыля. Это пострашнее вот этой Фукусимы, которые вас пугают. Потому что Фукусима, она досталась тем, кто смеялся над нашим Чернобылем. Так вот, такой могильник, можно сказать, стоит в каждом селе. Сегодня в селе-то 250 человек. Откуда здесь 200 детей возьмется? Потери наши больше, чем после Отечественной войны. Так вот, те живые, которые еще не потеряли совесть, должны стать силой, которая должна за это все дать сдачи. Вот этот садик разбомбили не чеченцы. Вот этот садик разгромили не, так сказать, не приехавшие там азербайджанцы или кто-то. Вот этот садик разрушен на глазах жителей села теми, кто поставлен нынешним режимом управлять, управленцами. Так наш враг, в первую очередь, не ОМОН, не милиция, полиция теперь, не ФСБ, не ФСО, хотя их посылают против нас воевать, но они тоже сами понимают, что в Чечне они воевали еще вроде с врагом, которого можно идентифицировать, а здесь-то мы же свои. Более того, мы за свое идем, и они глаза опускают и гривы трясут, да, вот, правильно, ведь мужики-то правильно идут, и на манежку-то правильно вышли. Наш враг тот, кто вот это затворил в каждом селе, а некоторые десятки тысяч сел уже не существуют.
Он что, это случайно, что ли, произошло? По нашей воле? Нет, конечно. Так вот, чтобы выйти из этого положения, нам надо свое управление устроить сверху донизу в стране. А если для вас вот это вот не является ужасом, то я считаю вас мертвым человеком. Давай зайдем внутрь. Ну вот это садик внутри, видите? Сюда упали бомбы Чубайсов, Березовских, Абрамовичей, Дерипасок. Вот реальное разрушение от этих бомб. Кто скажет, что это не так, ну, видимо, недалекий человек. Здесь вот должны были быть голоса наших детишек. Здесь они должны были учиться рисованию, учиться общей жизни, учиться, ну, всему, чему учатся молодые люди. Знаете, из чего? Что произойдет? Вот нас спрашивают, что же вы будете делать, когда придете к власти и так далее. Какие у вас программы? А программа очень простая. Вот здесь, за стенами, еще живут люди. В гараж должны приехать трактора. В кузне должна появиться, ну, хотя бы наковальня. Вот здесь, если это еще возможно, должны появиться дети. У молодых семей должно появиться жилье, работа, которая их обеспечивает. Вот все, вот самая простая программа. У нас программа начать с насущного для людей. А когда уж насущные на минимальном уровне будут обеспечены, тогда сразу в первую очередь армия, культура наша обязательно. Потому что без культуры, без духа человек, ну, не может существовать полноценно, ну, как сказать, как русский человек. Армия, экономика, учеба наших детей должна быть качественная, а не нынешняя вот ЕГЭ через интернет списанная. Качественно должны мы обучать наших детей, фактически, и учить национальному сознанию, социальному сознанию и духовной твердости, чтобы вот этого больше, ну, никогда не повторилось. К нам зашел оккупант, мы должны его выгнать, и мы должны нашим детишкам дать образование, чтобы никогда этого не повторилось. Если мы начнем сегодня, то лет через 25 программа минимум будет выполнена. Если начнем завтра, то через 25 лет плюс завтра еще сколько-то лет, она будет только выполнена. Легче сегодня начать, потому что это все разрушается. Прям как бомба упала. Бетон еще есть, можно еще укрепить, поднять.